Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня рано утром известный композитор и певец Игорь Николаев попал в дорожно-транспортное происшествие на Дальнем Востоке. Игорь Юрьевич приехал в город Белогорск Амурской области, чтобы поздравить местных жителей с праздником и дать музыкальный концерт. Однако при въезде в город произошло столкновение автомобиля Игоря Николаева с иномаркой. В результате дорожно-транспортного происшествия Игорь Юрьевич серьезно не пострадал и отказался от госпитализации. Прошлой ночью в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу номер 17 города Кишинева известная молдавская и советская певица Надежда Чепрага. На данный момент у 68-летней артистки наблюдаются симптомы геморрагического инсульта, однако точный диагноз будет подтвержден после полного медицинского обследования. Надо отметить, что еще полгода назад в жизни Надежды Алексеевны Чепрага произошла семейная трагедия. Погиб ее младший сын. Сегодня утром известному актеру, главному герою фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимиру Конкину стало плохо прямо во время занятий спортом в плавательном бассейне фитнес-центра под названием «Черемушки». Владимир Алексеевич занимался плаванием под руководством тренера. Внезапно известный артист исчез под водой и потерялся на некоторое время. К счастью, спасатели подоспели вовремя. Владимир Конкин с признаками сердечной недостаточности был госпитализирован. Примечательно, что несколько лет назад также в бассейне погибла родная дочь известного артиста. Вчера вечером сотрудники антикоррупционного комитета, известные артисты, певец Сергей Беликов и актер Андрей Мерзликин прибыли в город Красноярск для открытия второго по счету филиала комитета и проверки работы властей города. За время пребывания в городе Красноярске Сергей Беликов и Андрей Мерзликин от лица антикоррупционного комитета окажут адресную финансовую помощь пенсионерам по возрасту, малоимущим и многодетным семьям. Помимо этого, известные артисты примут участие в открытии второй по счету бесплатной стоматологической поликлиники для пенсионеров. Первая подобная поликлиника уже несколько месяцев работает в городе Санкт-Петербурге. Сегодня утром команда Никиты Михалкова одержала колоссальную победу над миром преступности и коррупции в мире шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти. Сегодня в 8:00 по местному времени в городе Москве в аэропорту Шереметьево при попытке незаконно вернуться на территорию Российской Федерации был задержан, а затем доставлен под арест видный общественный деятель Анатолий Чубайс. Во время задержания Анатолия Чубайса присутствовали не только сотрудники комитета, но и начальник Федеральной службы безопасности, а также руководитель Следственного комитета товарищ Бастрыкин. По словам Александра Ивановича Бастрыкина, за Анатолием Чубайсом наблюдение велось несколько месяцев. Службы безопасности искали удобный момент, чтобы арестовать преступного чиновника. Отметим, что Анатолий Чубайс покинул Россию в 2022 году после начала спецоперации. Позже оказалось, что опальный чиновник был замешан в крупных финансовых махинациях, и Анатолия Чубайса объявили в розыск. Все это время Анатолий Чубайс жил на две страны, то в Шотландии, то в Израиле. Спустя какое-то время Анатолий Чубайс решил вернуться в Россию, чтобы перевести свои денежные средства за рубеж. Однако планам Анатолия Чубайса сбыться не удалось. Теперь чиновника ожидает арест, следственный изолятор, судебное разбирательство и крупный уголовный срок. В психиатрическое отделение номер 7 города Санкт-Петербурга была доставлена в тяжелом состоянии известная певица 90-х годов Марина Хлебникова. Марина Хлебникова уже на протяжении нескольких месяцев страдает провалами в памяти, галлюцинациями и общей депрессией.
Причина подавленного состояния Марины Хлебниковой – это окончание музыкальной карьеры певицы, неудачи в личной жизни и, как следствие, злоупотребление спиртными напитками. По словам медиков, лечение Марины Хлебниковой продлится минимум 2 недели, пока организм артистки полностью не восстановится. Руководителя антикоррупционного комитета Никиту Сергеевича Михалкова полностью оправдали по делу о смерти мигранта, который был замешан в нападении на легендарного композитора Александру Пахмутову. В деле отмечается, что Никита Сергеевич Михалков действовал в рамках необходимой самообороны. Известный режиссер обойдется без реального и условного наказания, однако выплатит денежную компенсацию семье погибшего. Отметим, что нападение на Александру Пахмутову произошло месяц назад. В деле были замешаны известный певец Прохор Шаляпин и безработный мигрант. По-прежнему тяжелым остается состояние здоровья дочери Аллы Пугачевой, которая подверглась нападению в стране Кипр несколько дней назад. Младшая дочь Аллы Борисовны до сих пор не вышла из комы, в которой находится уже 3-й день. Лучшие врачи страны Кипр делают все возможное, чтобы спасти жизнь Елизаветы. Несколько минут назад центральные СМИ сообщили печальные новости о страшной трагедии, которая произошла сегодня в утренние часы в Эстонии неподалеку от города Таллин. Жертвой авиакрушения стала известная эстонская и советская певица Анна Вески. По данным СМИ, сегодня Анна Вески отмечала праздник – 45 лет на музыкальной сцене. По поводу праздничного события ее поклонники пригласили известную певицу совершить полет на легкомоторном самолете. Анна Вески, которая за последнее время пережила немало семейных трагедий, приняла приглашение и отправилась в полет со своими поклонниками. Однако во время полета что-то пошло не по плану. У самолета вышел из строя один из двигателей, и авиатранспорту пришлось совершить вынужденную посадку. В результате непредвиденных событий погибло 2 пассажира-поклонника Анны Вески. Сама Анна Тенисовна в критическом состоянии была госпитализирована в 21-ю больницу города Таллина. Зрители с большим стажем могут помнить, что в жизни Анны Тенисовны Вески за последние 2 года произошло немало печальных событий. Еще осенью 2022 в Москве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб внук артистки. В эти дни проходят дни памяти известного советского и российского актера Анатолия Папанова. Совсем недавно Анатолию Дмитриевичу Папанову могло бы исполниться 102 года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.